Привет, друзья! С вами снова Антон на канале Специи по вкусу. Сегодня это последнее видео из моей серии про тонкие французские блинчики. Сейчас я вам покажу, как сделать несладкие тонкие французские блинчики, которые можно использовать для заворачивания всяких разных вкусных вещей. И потом в конце эпизода я вам покажу, как я в него заворачиваю что-нибудь, я не знаю, начинку какую-нибудь. Итак, делается это абсолютно просто. Рецепт немножко отличается от моего вчерашнего рецепта, и рецепт довольно сильно отличается от моего позавчерашнего рецепта. Здесь у нас будет больше яиц, то есть блины будут более резиновые такие, то есть в них можно будет сильнее что-то заворачивать, их можно будет потом жарить еще наверх, они не будут разваливаться, они не будут крошиться. Итак, возьмем 130 граммов обычной белой муки, опять же я буду использовать блендер. Туда же нальем 375 граммов молока. Как вы уже поняли, вручную я блины не делаю, потому что смысла никакого нет, автоматизация производства все-таки очень сильно помогает. Туда кидаем 3 яйца. Да, самое главное забыл. В самом начале вот возьмем 4 столовых ложки сливочного масла и кинем их на сковородку, поставим их на плиту, просто чтобы масло расплавилось, пока мы вот это вот замешиваем здесь. Так, масло там плавится. Теперь у нас здесь, значит, 130 граммов муки, 375 граммов молока, 3 яйца. Сейчас мы сюда добавим хорошую такую вот щепотку соли. И никакого сахара мы сюда не добавляем, так как это не сладкие блинчики. Теперь закрываем наш блендер. Точно так же, как и вчера, и начинаем с медленной скорости, потом эту скорость постепенно увеличиваем, и в общей сложности крутим это, наверное, минуты 2. Теперь масло расплавилось, и не останавливая миксера, точно так же, как и вчера, переливаем наше масло в миксер и продолжаем еще крутить, наверное, может секунд 15. Ну вот, наша смесь покрутилась, наверное, минуты 2, она вот, в нее набилось немного воздуха, это ничего страшного, это пройдет. Теперь самое интересное в этом рецепте, мы эту смесь закроем чем-нибудь и поставим в холодильник, как минимум на 12 часов. Максимум можно держать до 24 часов. Таким образом, после того, как оно постоит, допустим, часов 12, клейковина полностью как бы расслабится, набухнет, наберет воды. И у блинчиков будет такой вот хлебный такой, знаете, вкус. Не очень сильный такой, как если бы вы с дрожжами делали, но, тем не менее, будет такой явно выраженный такой отличительный вкус, который будет совсем отличаться от обычных блинов, которые мы, например, делали вчера или позавчера. То есть теперь берем вот эту смесь и ставим ее в холодильник часов на 12. Ну вот, смотрите, у меня эта смесь со вчерашнего вечера стояла в холодильнике. Она абсолютно жидкая, вот такая вот, как вода, да? И немножко желтоватого цвета. Вот она, когда постоит, вот так вот она расслаивается обычно на несколько частей, но это ничего страшного. Просто возьмите, я, к сожалению, не снял, возьмите какой-нибудь венчик и просто венчиком это взболтайте, и все будет нормально. Теперь дальше я тут уже не буду объяснять, как блины жарить. Вернемся, наверное, через пару секунд. Я сделаю все блинчики и потом будем смотреть дальше. Вот такие у нас получились замечательные блинчики. Насквозь они вот такие вот дырявые практически. Да? Видно вот? Совсем дырявые. И очень мягкие, и очень такие резиновые. Как бы, видите, вот они растягиваются и практически не рвутся. То есть в них удобно заворачивать что-нибудь вкусное. Например, вот давайте вот в эти блинчики завернем классический французский деревенский омлет. И если есть желание, я могу снять еще одно видео, показать, как этот омлет правильно делается. Но это довольно просто. Вот берем 2 или 3 яйца. Классический омлет, естественно, делается с 3 яйцами, но сейчас у нас уже вечер, я просто не хочу много еды готовить, придется опять, естественно, обжираться. Вот возьмем вилочку, забьем яйца, пока они не будут полностью однородные, для того, чтобы оно вот так вот не тянулось, как видите, вот оно здесь вот тянется. То есть это занимает, наверное, секунд 30. Вот. Венчик не используйте, потому что если вы будете делать это венчиком, то вы туда набьете очень много воздуха просто. В омлет я положу сладкий болгарский перец, положу немного сыра. Туда же я положу бекончик, у меня есть такой хрустящий бекончик. Еще положу немного зеленого нарезанного такого лучка. Я его хотел, кстати, в блины положить, но забыл просто. В блины можно прямо в тесто, можно вот этот вот лук положить. Вот. Или лук, или чесночек, и там что-нибудь порезать как-нибудь. Когда будете жарить блины, оно все отлично получится. Так, берем какую-нибудь сковородку, вот такую вот непригораемую. И кидаем туда, как всегда, большой кусок масла. Потом кидаем туда яйца. И когда оно все будет готово, сверху кладем все эти наши ингредиенты. И вот так вот это все заворачиваем. И перекладываем это на блинчик. Вот такой получается замечательный блинчик. Теперь его заворачиваем. Так вот. Красиво. Вот и все. Вот это получается как бы готовый продукт. Его можно чем-нибудь украсить.
Тут у нас, значит, бекон, яйцо, лук, болгарский перец, ну, там сыр и соль, перец. Смотрите, что у нас получилось. Видите, наш французский деревенский омлет. Вот он замечательно, мягкий, очень-очень вкусно, скорее всего, завернутый в блинчики, очень классно получается. И таким образом это видео завершит мою короткую серию из 3 видео про французские тонкие блинчики. Как вы можете заметить, это делается все абсолютно просто. Главное знать технику и знать главные пропорции, и все у вас отлично получится. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания или комментарии, обязательно пишите, я все комментарии читаю. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вам нравится то, что я делаю, не забывайте подписываться на канал. А на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Всем пока.